Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать митинги из стопроцентной альпаки. Они подойдут идеально на весну. Это пряжа Drops Alpaca. Она просто очень классная, практически ее невозможно убить, очень износостойкая пряжа. И в ней 167 метров, рекомендуемый размер крючков 2,5-3,5. И мы с вами будем вязать крючком, двумя крючками, точнее, это крючочек номер 3 и номер 2. Это имитация спиц, очень простые митинги. Чтобы их связать, вам потребуется знать только один элемент. Это рельефный полустолбик с накидом. Итак, и состоит он исключительно из него. Итак, берем крючок номер 3. Вяжется у нас наши митинги в одну нить. Они у нас получаются тонкие, легкие, идеальные на весну. Поэтому нам нужно два моточка, чтобы один моточек на одну митинку, другой моточек на другую митинку. И один мы откладываем, соответственно, а из второго начинаем вязать. Итак, набираем 35 воздушных петель крючком номер 3. Итак, из 35 петель мы связали косичку. Вот такая вот она получается, достаточно тоненькая. И теперь мы нашу косичку распрямляем, чтобы она у нас не перекручивалась. И замыкаем в кольцо с помощью соединительной петли. И обращаю ваше внимание на то, что я уже поменяла крючок на крючок 2,5 вместо троечки, который мы набирали начальный ряд. Итак, аккуратненько берем и соединяем в круг, замыкаем с помощью соединительной петли. Теперь 2 петли подъема. И начинаем вязать полустолбики с накидом в косичку. И обратите внимание, что я придерживаю вот этот вот хвостик и держу его параллельно косичке. Это нужно для того, чтобы мы, когда вяжем полустолбики с накидом, мы его начали уже потихонечку ввязывать. То есть, чтобы лишний раз не убирать этот хвостик, легче ввязать его в процессе. Итак, мы вяжем полустолбики с накидом. Это элемент, я надеюсь, всем знакомый по моему мастер-классу свитер крючком. И, собственно, вяжем мы такие столбики до конца ряда. Все, встретимся уже в конце. Итак, мы дошли до конца, и я снова поменяла крючок. Зачем я это сделала? Хочу объяснить, почему я вяжу первые вот эти вот нижние петельки одним номером крючка, потом перехожу на второй, потом опять возвращаюсь к первому. Дело в том, что у меня воздушные петли получаются гораздо более затянутыми, если я вяжу крючком 2,5. И таким образом, с помощью замены крючка, я регулирую собственную плотность вязания. Потом следующий элемент – это полустолбики с накидом. Я их вяжу достаточно рыхло, поэтому мне нужен крючок 2, чтобы вот эта вот часть, вот эта вот, которую мы вяжем в самом начале, она не была слишком разбалтана, потому что митинка вяжется вот отсюда, ну как бы от запястья к пальцам, чтобы вот эта часть не разбалтывалась и имела более-менее какой-то вид, поэтому я вяжу первый ряд крючочком на полразмера меньше. И теперь я уже беру крючок номер 3, и все тело у нас будет вязаться очень просто, никаких поворотных рядов, по спирали, рельефными полустолбиками с накидом. Итак, что такое рельефный полустолбик с накидом? Это такой же столбик, как и обычный, но только рельефный. Вот, посмотрите, вы в этом месте, где мы должны сделать, по идее, соединительную вот эту вот петлю и подняться на 2 столбика наверх. Но мы вяжем по спирали эти митинги, поэтому мы делаем накид,
И начинаем вязать просто рельефный столбик. То есть вот этот столбик подхватываем, и как будто бы он у нас обычный. Просто начинаем, вот, поднимаемся. Как вот вы вяжете резинки на рукава, вот это вот все. Просто по спирали и только выпуклые. Далее. Вот смотрите еще, чтобы у вас именно только столбик захватывался, без соседних. Как вяжется любая самая простая резинка из выпуклых и вогнутых столбиков, так вяжутся все нитинки. Просто по спирали. Вот так вот мы вяжем до конца ряда. Просто выпуклые полустолбики с накидом. Итак, вот я дошла до того места, откуда начинала. Проверяйте еще раз, не перекрутилось ли у вас вязание, оно должно быть ровным. И теперь вот последний столбик, который я не провязала сверху, провязываем его. И точно так же просто дальше продолжаем вязать. Если честно, мне довольно трудно отсчитывать именно в рядах вот такое вязание, то есть имитацию спиц мне тяжело отсчитать по рядам, поэтому мы с вами будем считать по сантиметрам. Как понять, сколько сантиметров вот такого вот тела вам нужно до того, как начать делать дырку под палец? Вы просто берете и смотрите, сколько вы хотите, вот, чтобы митинга закрывала ваше запястье. Мне обычно нужно сантиметров 7 связать, то есть вот такой вот ровной глади, чтобы уже потом делать вырез под палец. Вы, то есть, подумайте, кому-то может и вот так нормально быть, кто-то хочет подлиннее перчатку, но я рекомендую ограничиться где-то вот этим размером, потому что, чтобы у вас хватило одного мотка на конкретно вашу руку. У меня достаточно худая ручка, поэтому я беру себе где-то 7 сантиметров и вяжу вот это вот тело снизу на высоту 7 сантиметров. И опять же следите, чтобы у вас ничего не перекручивалось, но уже в третьем ряду все перекруты выглядят достаточно очевидно. Так что они у вас либо есть, либо нет. Если они есть, это никак не исправить, лучше просто распустить и перевязать. И уже на этом ряду вы можете видеть, что у вас получается такая гладенькая имитация спиц, приятненькая, вот. То есть издалека совершенно непонятно, что это связано крючком. И по мере роста митинги у вас все будет менее и менее это заметно, то есть полотно будет больше выравниваться и становиться единым. Так, ну что, давайте встретимся в конце нашего полотна, который идет до пальца. Я вяжу 7 сантиметров, вы можете тоже 7 сантиметров связать или какое-то другое количество, которое вам нужно. Так что встретимся, в общем-то, когда уже будем делать дырочку под палец. Итак, получилось у меня даже не 7, а 8,5 сантиметров. Я что-то решила сделать себе
подлиннее. Вот как это выглядит на руке. Вот здесь будет палец. Начну вывязывать вот так. И получается, что как раз митинга закрывает мне вот эту часть запястья, то есть мне будет тепло, хорошо, и в то же время я смогу отодвинуть ее и, например, на часы посмотреть без проблем. Кстати, если вы не понимаете, откуда мерить необходимое количество сантиметров, я меряю вот отсюда. Тут такая получается петелька в самом начале, немного разболтанная. Поэтому я начинаю, считаю, что она мое начало, и поэтому прислоняю как бы вот к ней. Провязали 7, то есть у меня 8,5 сантиметров, у вас получилось свое количество, своя высота. И теперь я набираю 9 петель на палец. Просто вот, не делая никаких дополнительных ухищрений, набираем 9 воздушных петель. Набрали, и теперь вяжем полустолбик рельефный с накидом в 10-ю, то есть пропускаем 9 и в 10-ю вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 10-ю провязываем. Накид мы сделали заранее. И вот, получается вот такая вот дырочка под палец. Кстати, не обязательно у вас должно быть именно 9 петель. У кого-то палец может быть шире, у кого-то изначально вся, вот в принципе, ладонь просто шире. Не поленитесь, наберите там 10 петель, или может быть, если вы вяжете на мужчину, то у вас вообще другое количество петель. Все это индивидуально, и я рекомендую лучше набрать необходимое количество, а потом просто померить митинку и посмотреть, сколько петель нужно именно вам. Это секундное дело и на самом деле очень индивидуальное. Но 9 петель это такое усредненное значение, которое обычно вяжу я и которое в целом подходит и мне, и большинству моих знакомых. И дальше просто продолжаем вязать такие же рельефные столбики. Итак, мы снова дошли до этой дырочки, и как же вязать теперь? Делаем рельефный полустолбик с накидом за крайнюю к пальцу петельку. И вот в эту косичку мы вяжем обычные полустолбики с накидом, потому что рельефу тут, конечно, взяться неоткуда. И начинаем считать ровно столько, сколько здесь мы набирали. У меня здесь 9 петель, значит я считаю до 9. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зачем все-таки стоит считать? Потому что вот здесь в конце остается вот такая вот всегда штучка, и по ошибке, если не считать, туда тоже можно провязать полустолбик, и получится уже небольшое расширение, которое нам и не нужно. И теперь мы делаем накид и провязываем вот здесь рельефный столбик. Кстати, вот эти вот накиды я рекомендую немножечко, вот эти крайние петельки, немножечко подтягивать, чтобы все-таки палец — это такое подвижное место, чтобы оно не растягивалось. И теперь дальше мы вяжем уже тело нашей митинги от вот этой части с пальцем до середины пальцев здесь. То есть почему я не рекомендую вязать коротенькие вот до сюда? Потому что в них будет задувать, это будет не очень удобно. Вот эта вот часть будет почему-то дико бешено мерзнуть, несмотря на закрытую ладонь. И где-то до середины
пальцев самая оптимальная длина, по моему мнению. Так что все это будет вязаться так, как мы и вязали, рельефными полустолбиками с накидом по кругу, без подъемов, без убавок, без прибавок. И вот этот вот ряд, который мы вязали обычными полустолбиками, также будет уже попадать в узор. Мы по нему тоже пустим полустолбики рельефные. Так что вяжите столько, сколько нужно вам. У меня это, наверное, будет, ну, тоже сантиметров 6-7. У вас вот столько, сколько нужно вам, потому что все-таки у всех пальцы разные, и здесь лучше ориентироваться на свои сантиметры. Ну что, начинаем вязать и встретимся примерно за 3 ряда до конца ряда. То есть где-то давайте провяжем опять же 7 сантиметров и встретимся. После того, как вы довязали до примерно нужной вам длины, у меня это где-то примерно 6,5 сантиметров, мне до 7 нужно еще буквально пол сантиметра. Надо поменять крючок на крючок меньшего размера и провязать, ну, примерно пол сантиметра, это ряда 2-3 крючком меньшего размера. Для чего это делается? Чтобы вот эта часть, которая у нас будет непосредственно вот здесь вот на сгибе пальцев, чтобы она не растягивалась и вела себя потом в носке нормально, а не расправлялась во все стороны, как цветочек. Заканчиваем вязание крючком меньшего размера. Итак, вот мы довязали с вами до конца. Остался такой хвостик небольшой. Может быть, у вас он длиннее, но это не важно, потому что мы все-таки довязали до конца. И как же теперь незаметно нивелировать вот этот вот образовавшийся у нас в ходе вязания по спирали порожек? Надо просто вот взять, и если вы вязали все это время полустолбики с накидом, теперь вяжем один полустолбик без накида. Все то же самое. Берем, провязываем и подтягиваем. То есть уже немножечко порожек нивелировался. И теперь берем под косички столбика, проводим крючок и делаем соединительную петельку. Оп, протянули. Все, мы нивелировали порожек. Теперь просто затягиваем ее. И далее я просто увожу ниточку назад. Так вот аккуратненько продеваю и увожу. Все, вот что должно получиться в итоге. Очень незаметно, не бросается совершенно в глаза. После стирки наша митинка распушится, и вот эту вот штучку вообще никто никогда не найдет. Возможно, даже вы сами. Переходим к вязанию пальца. Я уже присоединилась с самым обычным узелком. Присоединилась к центру снизу пальца. Просто взяла, завязала узелок и все. И теперь я покажу, как незаметно начать вязать, как незаметно начать ряд. Берем крючок, уже которым мы вязали все тело, то есть троечку, и просовываем его так же, как мы вяжем рельефные столбики. Просунули. И теперь берем вот эту ниточку, которую мы присоединили. Хвостик убираем, он нам, чтобы не мешался. Делаем вот так вот, как бы получается, эту ниточку мы просто захватываем, чтобы протащить. Понимаете, чтобы у нас вот такая вот рельефная получилась эта ниточка впереди. И все, делаем 2 петли подъема. И начинаем просто вязать рельефные столбики, так же, как они у нас и идут в пальцы изначально.
Довязали до вот этого места, где у нас получается стык такой вертикали и горизонтали. Провязываем вот это вот последний столбик. Все вяжется рельефно. И вот здесь вот у нас тоже должен быть вот такая вот перекладинка. Вы ее ловите и тоже рельефно провязываете. Пока что никаких убавок в этом ряду, мы просто провязываем то, что есть. Вот он у нас здесь посерединке был один, и теперь мы снова переходим как бы уже наверх, просто снова вяжем рельефные столбики. Вот мы снова подошли к этому месту и опять же вяжем крайне рельефный. Вяжем столбик посерединке. И снова крайне рельефный. Продолжаем вязание. Когда вы подошли уже к тому моменту, откуда мы начинали, то есть вот снизу нашей митинги, где мы присоединялись, мы опять начинаем вязать по спирали. Палец, как и все, вяжется по спирали. Берем, как обычно, захватываем вот эту вот первый столбик, который состоит из 2 петель подъема, захватили его, накинули и, как обычно, провязали. Таким образом мы начинаем вязание по спирали, и нам не нужно делать никаких петель подъема. Продолжаем вязание до места, где у нас соприкасается вертикаль и горизонталь. И там мы будем делать убавки. Итак, мы дошли до этого места. Вот у нас столбик последний нижний, серединка и первый верхний. Что мы делаем? Мы берем, делаем накид, подцепляем нижний столбик, получается вот так вот у нас он снизу, если смотреть. Подцепили, накинули, протянули. И также опять накинули столбик из серединки. Таким образом получается, что у нас 5 петель на крючке. 1, 2, 3, 4, 5. Мы просто берем, накидываем, и все эти 5 петель, как бы через все 5 петель делаем протяжку и немножечко подтягиваем. Все, вот так вот у нас сформирована убавка. Это она и есть. Дальше идем просто обычными рельефными полустолбиками с накидом. Итак, вот вы снова довязали до этой убавки. У вас получается вот такие вот 3 столбика, такое трио. И снова вы делаете накид и начинаете убавлять. Вот это у вас имитация первого полустолбика. Снова накид, подсерединный столбик. Вот у вас имитация второго столбика. Снова 5 петель на крючке, снова накид и протяжка через все 5 петель. Немножечко подтянули, вуаля. Дальше идем обычными, уже привычными нам столбиками. И убавки у нас чередуются, то есть ряд с убавкой, ряд без убавки. Это нужно, чтобы палец, во-первых, у нас рос, то есть имел длину, чтобы он не сразу у нас убавился. Вот, например, у нас вот здесь свободная часть, да, и если мы будем делать убавки в каждом ряду, то, ну да, мы закроем, наверное, вот эту вот косточку и все, и дальше он у нас будет не закрыт, то есть будет слишком много убавок,
и слишком часто. То есть поэтому нам надо делать убавочку через ряд. Убавка, ряд просто, убавка, ряд просто, убавка, ряд просто, чтобы палец был закрыт хотя бы вот до сюда. Как только вы доходите до места вот этой вот нашей убавочки, вы просто считаете ее за один рельефный столбик. Вот она у нас такая толстенькая, да? Мы ее вот так вот, как бы как обычный столбик, прокалываем и протягиваем. И таким образом у нас формируется достаточно аккуратненькая и неброская убавка. То есть, понимаете, да, там, где есть убавка, у нас один рельефный столбик. Потом мы будем делать убавку вот отсюда, вот с этим столбиком. Все достаточно понятно. Но чтобы было еще более понятно, я покажу уже на готовой митинге, как это выглядит. Она уже постирана, осталось только убрать ниточки. Получается, вот у нас они немножечко, совсем чуть-чуть выпирают, но это совершенно незаметно. И мы делаем таким образом убавки, чтобы сохранились вот эти вот линии. Казалось бы, они в этой пряже совершенно незаметны, но когда вы наденете их на руку, это будет бросаться в глаза. Вот таким образом у нас будет выглядеть пальчик. Вот здесь вот у нас линия убавочек. Так что, если вам кажется, что сейчас они какие-то слишком рельефные, то так не будет, тем более пряжа по своей структуре у нас очень легенькая, очень тоненькая, так что все будет в порядке. Довязала до следующей убавки, и как мы убавляем. Это очень важный принцип для понимания. Вот смотрите, вот в этом ряду у нас убавка, вот она у нас идет прямо. И один столбик до убавки. Мы всегда убавляем ровно один столбик до и столбик, в котором убавка уже была. Это нужно, чтобы сохранился вот этот вот ряд, вот эта вот прямая линия, потому что если вы будете убавлять где-то до убавки, где-то после убавки, у вас вот эта вот небольшая выпуклая часть, она будет хаотична, и если в этом не будет системы, то это будет уже не то, что я вам показывала, ровненькая такая незаметная линия, а это вот будут вот такие вот маленькие бугорочки сбоку от пальца. Конечно, это вряд ли кто-то заметит, но это просто некрасиво. И если вы вяжете, например, из пряжи не такой пушистой, как альпака, или может у вас какая-то толстенькая шерсть, или еще что-то, то это будет вот прямо решительно бросаться и вам в глаза, и окружающим. Поэтому я рекомендую убавки системные, всегда убавлять столбик до и тот самый столбик с убавкой. Поэтому делаем накид, протаскиваем 3 петли на крючке, снова накид и снова протаскиваем. 5 петель на крючке, привычная убавка, накид и протягиваем через все. Как обычно, вяжем дальше. Таким образом нам надо сделать 8 рядов, то есть ряд без убавок, ряд с убавкой, ряд без убавок, ряд с убавкой. 4 ряда с убавками, 4 ряда без убавок. И таким образом получится хороший такой аккуратненький пальчик. И легко считать, то есть 8 рядов. Закрываются эти 8 рядов точно так же, как мы закрывали конец, то есть вот здесь вот конец, извините, конец сверху, как мы закрывали верх нашей варежки. То есть делаем, если у нас были столбики с накидом полустолбики, то мы делаем как бы без накида рельефный столбик и потом соединительной петлей нивелируем вообще все в одну линию. Все, делайте убавки. Встретимся в конце. Итак, наша митинга готова. Вот такая вот она получилась, очень лаконичная и минималистичная.
И хорошая новость в том, что вторая митинга вяжется точно так же. Их не нужно никак зеркалить. Эту я связала, и она уже у меня после ВТО, и вы можете сравнить, насколько она отличается. То есть вот как ВТО выравнивает край, как оно распрямляет какие-то петли, как оно распушает эту пряжу Drops Alpaca. Она становится такой прям приятно ворсистой, и эта ворсистость еще меньше убирает ощущение того, что это связано крючком, какую-то вот эту толстую узловатость она сглаживает, и они очень тоненькие и очень приятные. И я хочу обратить ваше внимание на их вес. Давайте вместе взвесим. 54 грамма. Это просто обалдеть. Чтобы вы понимали, в вот моточке в самом, в этом вот 50 грамм, то есть мне не хватило 4 грамма. И это вообще супер ЗО 56. 6 грамм мне не хватило, не знаю почему, что с весами, но суть в том, что расход просто супер. Они тоненькие, они классные, и они идеальные. Как бы ваше будущее знакомство с имитацией спиц и в целом вот с этими рельефными полустолбиками. Так что начинается весна, и давайте вязать. Также помимо этих митинок я связала еще вот такие вот. Это точно такая же вязка. Вот посмотрите, это те же самые рельефные столбики с накидом, полустолбики точнее, но уже крючком номер 4 из другой пряжи. Посмотрите, насколько сильно вообще сама пряжа и номер крючка влияют на внешний вид митинок. Вот здесь мы уже можем более четко отследить ход вот этих вот линий, как у нас идут убавки. Так что на самом деле этот мастер-класс, он не привязан именно к пряже, потому что если у вас нету пряжи Drops Alpaca, но вы хотите пристроить, например, остатки пряжи каким-то экономичным способом, да, у вас там не хватает, например, на полные варежки, но вам что-то хочется, то это отличный вариант. Посмотрите, да, они получаются, естественно, разными. Кстати, вот эти я еще не стирала, они поэтому кажутся более топорными, но это не будет так. Да, посмотрите, крючок номер 3, крючок номер 4. Вот это мужские митинги, вот это как бы уже женские или, например, детские. Но принцип вязания один и тот же. Я еще раз повторюсь, что этот мастер-класс к пряже не привязан. Вы вольны набирать то количество петель, которое вам подойдет на обхват запястья, и, собственно, на ширину самой ладони, исходя из вашей пряжи. Не привязывайтесь к плотности, хотя, конечно, здесь не стоит вязать плотно, стоит вязать вот как бы немного порыхлее, да, чтобы, потому что само вязание, оно достаточно получается и так плотным, то есть и так объемным, а если у вас еще и вот такая вот пряжа, которая, скажем так, волосатенькая, то у вас эти промежутки, эти пробельчики, они у вас еще и заполнятся волосиками, и чтобы оно не было как кольчуга, чтобы у вас нормально сгибалась, разгибалась рука, лучше вязать, конечно, посвободнее. Вот, и не стоит привязываться, в общем, именно к пряже и к номерам крючков. Привязывайтесь к своим личным ощущениям сгибаемости руки и к своим предпочтениям по ширине вот здесь и высоте вот здесь. Вот. И по высоте к пальцу вы тоже вольны делать то, как вам нравится. Я просто показала саму методику, как делать красивые убавки, как просто вязать, где желательно закончить, где желательно начать, но все остальное это абсолютно ни к чему не привязано. Это все ваша вкусовщина и ваши личные потребности. Я надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. Он подойдет для новичков уже уверенных и для среднего уровня вязания. Поэтому на этом все. Пишите комментарии, пожелания, я буду только рада. И утепляйтесь, не ходите с голыми руками. До встречи!